World Ventures становится магнитом для успеха, потому что, по сути дела, это то, чем мы являемся. Тяжело даже представить себе, какой путь был пройден за такой короткий промежуток времени. Первый год мы сделали объем продаж 15 миллионов долларов. Во второй год объем составил около 50 миллионов долларов. Это рост более чем в 320% во второй год. И у нас есть все предпосылки предполагать, что в третий год мы сможем выйти на уровень около 100 миллионов долларов. Но то, что может случиться быстрее, чем вы думаете, это то, что мы выйдем на объем продаж в 1 миллиард долларов в год. Возможно, некоторые из вас с трудом в это верят или думают, что это какая-то недостижимая цель. Но если посмотреть на компании, которые уже достигли этого объема продаж, то, что вы увидите, те компании, которые выходят с новым продуктом или создают новый рынок, очень редко достигают таких результатов. Чаще всего те компании, которые достигли колоссального успеха, находятся в индустрии, которая уже очень и очень велика. В индустрии, где большая конкуренция, они просто занимают свою уникальную нишу, где им удается завоевать маленький кусочек от огромной индустрии, и с этим маленьким кусочком они становятся миллиардной компанией. Например, сеть ресторанов Cheesecake Factory. Все знают, насколько большая конкуренция среди ресторанов и какая большая эта индустрия. Сеть ресторанов Cheesecake Factory ведет бизнес чуть-чуть по-другому. Это супер успешная сеть ресторанов. Но мой любимый пример Starbucks. Все знают, сколько лет существует индустрия кофе и насколько же она велика. Много компаний продают кофе. Starbucks делает бизнес немножко по-другому. Starbucks завладел маленьким кусочком индустрии кофе и сейчас мультимиллиардная компания. Я бы хотел вам кое-что продемонстрировать. Думаю, вам это понравится. Годовой объем продажи кофе составляет примерно 100 миллиардов. В мире 100 миллиардов тратится на кофе каждый год. Каждый из этих шариков символизирует продажу на 1 миллиард долларов в год. Здесь, в этой вазе, 100 шариков. И это будет символизировать индустрию кофе. Предположим, Starbucks новая компания. Чтобы им стать миллиардной компанией, они должны завладеть всего 1% из этой вазы. Или всего одним шариком. Всего 1% от этой всей вазы. Но они достигли еще большего успеха. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Их объем составляет 8 миллиардов долларов в год. Это очень впечатляющая сумма по отношению ко всей индустрии кофе. 226 миллиардов долларов в год составляет ежегодный объем в индустрии здорового питания. Каждый шарик символизирует 1 миллиард. Это кофе, и это индустрия здорового питания. Я думаю, многие из вас знают, что более половины всех сетевых компаний в мире делают бизнес в индустрии здорового питания. А сейчас поговорим об индустрии туризма и путешествий. И, как вы понимаете, нам понадобится ваза побольше. Итак, это индустрия путешествий и туризма. Впечатляет, не правда ли? Но мы на этом не остановимся. Довольно много, не так ли? Но тут есть еще одна ваза. There's more. Но подождите, тут есть еще. There's more. И еще.
And one more. И еще одна ваза. Итак, это кофе, so here's coffee. Это здоровое питание, here's nutrition, а это туризм и путешествия. Объем индустрии туризма составляет примерно 7 триллионов долларов в год. Ожидается, что через 10 лет объем индустрии туризма составит 13 триллионов долларов в год. Туризм и здоровое питание. Более половины всех сетевых компаний в мире предоставляют индустрию здорового питания. По оценке независимых экспертов сетевой индустрии существует от 3 до 5 тысяч сетевых компаний в индустрии здорового питания. Но для примера возьмем не от 3 до 5 тысяч, а скажем только 2000 компаний в индустрии здорового питания. Также предположим, что 30% от 226 миллиардов в индустрии здорового питания составляют сетевые компании. 30% это просто чисто теоретический пример. Мы знаем, что эта продукция продается в других источниках. Например, реклама по радио, телевидению, супермаркеты, магазины, каталоги для заказа по почте, специализированные магазины, аптеки, интернет-магазины. Вы можете купить эту продукцию абсолютно везде. И скажем, если сетевые компании контролируют 30% от этого рынка, 226 миллиардов, это примерно треть от этой вазы. Это 68 миллиардов или 68 вот этих шариков. Все 2000 компаний пытаются завладеть частью этого рынка. 68 миллиардов, за которые борются 2000 компаний. That same 68 billion is what they're all competing for. Those 2,000. Если бы им удалось поровну разделить этот пирог, то каждой компании досталось бы около 30 миллионов долларов в год, что само по себе немалая цифра. Мы сделали гораздо больше этого за свой второй год, но мы не типичная компания. Ну, скажем, они сделали объем в 30 миллионов долларов за год, поделив это абсолютно одинаково поровну. Давайте сравним индустрию туризма. Давайте занизим все данные. Скажем, что в индустрии туризма сетевые компании будут контролировать не 30% рынка, а всего 1%. 1%. Это составит 70 миллиардов долларов. В мире существует всего несколько сетевых компаний, о которых нам известно, которые продвигают туризм через интернет. Ну, скажем, их 10. Если все 10 компаний поделят 70 миллиардов долларов между собой на равные части, их годовой оборот составит 7 миллиардов долларов в год по сравнению с 30 миллионами. 7 миллиардов долларов в год. Давайте посмотрим на это в другом ракурсе. Если бы вы знали, что для достижения своих целей и осуществления мечты вам необходимо стать представителем сетевой компании, и, скажем, вам нравятся две компании. Одна занимается сбытом товаров здорового питания, другая путешествиями и туризмом. И они абсолютно равны между собой. Единственная разница – это те объемы, о которых мы говорили ранее. Если вы выберете компанию в индустрии туризма, ваш шанс на успешный выбор предприятия увеличится на 620 000%. Кому нравится такая фора? Я надеюсь, вы сами видите, какие умопомрачительные возможности открываются перед вами, сделав выбор в пользу индустрии туризма. И у меня нет никакого сомнения. Я уверен в глубине души и в своем сердце. Я это ощущаю каждой клеточкой своего организма. И безоговорочно знаю, 1wtVentures – самая лучшая компания в мире. The company.